Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, и сегодня я буду лепить новых героев из игры Brawl Stars. Некоторых героев из этой игры я уже лепил, если вы не смотрели, то смотрите. Ссылочку на плейлист с ними я оставлю в описании под этим видео. А если не хотите пропустить новые видео, то подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении все. Первым сегодня я слеплю Мортиса. Сразу подготовлю все основные элементы фигурки. Как обычно, для каркаса буду использовать алюминиевую проволоку. Лепку фигурки Мортиса начну с нижней ее части. Мортис – мифический боец, отличающийся от других своей атакой. Он бросается вперед на короткое расстояние, нанося умеренный урон вражеским бойцам на своем пути. Во время своей обычной атаки он моментально перепрыгивает некоторое расстояние, что дает ему преимущество в скорости. Также Мортис может запускать летучих мышей в определенном направлении. Эти летучие мыши способны наносить урон абсолютно всем бойцам в зоне их досягаемости, восполняя при этом здоровье самого Мортиса. Они быстро передвигаются, игнорируя стены и прочие препятствия, имеют умеренное распространение и преодолевают большие расстояния, из-за чего увернуться от них крайне сложно. Я уже слепил ноги Мортиса и установил фигурку на подставку. Теперь будем лепить туловище. Из пластилина черного цвета скатываем тонкий жгутик, это будет ремень Мортиса. Из серого пластилина делаю пряжку. Далее будем лепить жилетку. Для этого раскатываю колбаску и расплющиваю ее. Прилеплю на туловище, а лишнее обрежу. Для крепления рук буду использовать также алюминиевую проволоку. Сначала сделаю рукава рубашки, а потом уже сами руки. Лишнюю проволоку подрезаю. Для лепки лица и рук я смешал белый пластилин с небольшим количеством розового. Рукава у Мортиса завернуты, поэтому нужно слепить что-то вроде манжетов. Ладошки у Мортиса совсем маленькие, но все же я попытаюсь сделать пальцы. Далее из пластилина черного цвета будем лепить Мортису плащ. Расплющиваю пластилин и вырезаю из него большой прямоугольник. Одну сторону прямоугольника немного вытягиваю и закругляю. Получилось у меня вот таким образом, прилепим его на фигурку. Также из пластилина черного цвета слеплю воротник. Мортис носит темно-розовую галстук-бабочку в форме летучей мыши. Теперь я покажу, как можно слепить голову Мортиса. Внутреннюю часть глаз заполню черным пластилином, для того, чтобы было проще сделать обводку. Для лепки глаз я смешал белый пластилин с небольшим количеством желтого. Получился вот такой светло-желтый цвет. Зрачки будут черного цвета. Из белого пластилина слепим зубы. У Мортиса немного заостренные уши. Для того, чтобы прикрепить голову, добавлю еще небольшой отрезок алюминиевой проволоки. А теперь из фиолетового пластилина
слеплю Мортису волосы. При помощи скальпеля голову немного подравниваю, для того чтобы потом было удобнее прилепить шляпу. Из черного пластилина слепим Мортису шляпу. Лента на шляпе у Мортиса темно-розового цвета, такого же цвета, как и бабочка. В руках Мортис держит заостренную лопату с фонариком. Для лепки ручки я также буду использовать отрезок алюминиевой проволоки. Также я слепил вот такую маленькую летучую мышь, посажу ее внутрь шляпы Мортиса. Вот такой, ребята, у меня получился Мортис. По-моему, получился вполне неплохо. Это был первый на сегодня герой из игры Brawl Stars. Вторым будет робот по имени 8-бит. Многие меня просили слепить именно его. Также сначала слеплю все основные элементы фигурки. В основном мне понадобится пластилин белого цвета, темно-синего, серого и черного. 8-бит похож на ходячий игровой автомат. Это обычный боец, который открывается в качестве награды за достижение 6000 трофеев. Обладает средним количеством здоровья и высоким уроном. 8-бит использует бластер за один выстрел, выпускающий 6 лазеров. У этого героя туловище и голова объединены вместе. Из белого пластилина слепим корпус робота, затем из черного сделаем экран, на котором голубым цветом будут светиться его глаза. Над глазами слепим брови и также сделаю маленький рот. Снизу прилеплю кружок из темно-синего пластилина и затем при помощи отрезков алюминиевой проволоки прикреплю сами ноги. Устанавливаю фигурку на подставку. Теперь можно долепить ноги.
Далее я слеплю на корпусе робота две большие красные кнопки и другие мелкие элементы. На задней крышке робота сверху есть какой-то непонятный серый элемент. А чуть ниже синий квадратик с красным крестом. Также сзади у робота висит коротенький шнур с вилкой розетки. Теперь слепим нашему герою 8 бит руки. Перед тем, как вставить отрезок алюминиевой проволоки, сделаю под него отверстие. По сравнению с туловищем, руки 8 бит достаточно большого размера. Как я уже и говорил, наш герой вооружен лазерным пистолетом. Для его лепки мне понадобится пластилин серого цвета, белого и синего. Получился вот такой пистолет, установим его в руку и подсоединим к нему провод. Вот такой герой Brawl Stars 8 бит у меня получился. Также, ребята, вы меня просили, чтобы я слепил нового бравлера Сэнди. Я его уже слепил, осталось только смонтировать видео. Скорее всего, оно выйдет в понедельник. Так что, если вы еще не подписаны и не хотите пропустить новое видео, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении «Все», чтобы получать все уведомления. Также, если тебе нравится лепка героев Brawl Stars, то обязательно поставь лайк и можешь поделиться этим видео со своими друзьями. Привет от меня сегодня получают Егор Кик, Акуленок Зубастый и Андрей Иванов. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного настроения. До скорой встречи.